Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Неделя с 4 по 10 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Что для вас будет важным на этой неделе? Хотя Венера в Скорпионе. И это вопросы личной жизни. Они до конца года будут важны. Но на этой неделе есть возможность, чтобы состоялся какой-то важный глубокий разговор, который расставит все точки над «и». Или какая-то тема, которую прежде мы не решались вынести на поверхность. Здесь мы тоже в спокойном режиме тоже можем проговорить. И это все способствует большему откровению, большей ясности, большей искренности в наших отношениях. У кого-то страстная любовь. Скорпион, знак страстный, Венера в нем, она может проиграться у кого-то как новая алхимия близости, мои дорогие девы, и так может быть. Ну и может быть, как ни крути, все-таки Венера – это финансы еще одновременно. Помимо каких-то удовольствий, еще и наше благополучие. Для кого-то из вас удачный период в бизнесе, в зарабатывании денег, построение карьеры или каких-то амбиций. Вот то, что вы хотите достичь, здесь словно может прийти какой-то бонус, что-то обустроить. Давайте узнаем. Я благодарна вам, мои дорогие девы, за ваши отклики, комментарии. Это мое вдохновение. Спасибо, что вы смотрите мои видео и отвечаете. Не всегда могу ответить, и я в ответ, хотя мне очень нравится переписываться, но время не всегда позволяет. Итак, давайте будем узнавать, что же нам подскажут карты. Итак, что важно знать? С 4 по 10 декабря. Или что будет для вас в приоритете, или как настроение. И в этой колоде карт у нас основное – это двери. Открытые или закрытые. И какие ключи нам нужно к ним подобрать. Неожиданные события, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время, что может помешать. А что нам будет помогать, что будет радовать вас, мои дорогие девы. Что скрыто? Такую карту достанем. По основным сферам жизни, дела, работы, бизнеса мы посмотрим энергия, энергия денег и личная жизнь. Достанем карту. Итак, что же важно знать или что в приоритете? Ну, побыть вам придется серым кардиналом. Видимо, такова обстановка. В этой колоде карт, посмотрите, наглядно, очень хорошо прорисована карта, как будто человек. Он выглядит как слепой. И есть у нас двери, которые закрыты. Но обратите внимание, его трость даже не направлена в сторону двери. Как будто ему нужно продемонстрировать, что он здесь проходит. Он как будто в курсе, он знает. Но сказать, что он в чем-то хочет участвовать или куда-то заглянуть, зайти, нет. Наоборот, он словно одевает маску и представляется слепым, который либо сейчас не видит, не знает, не может определиться. Вот, видимо, есть какая-то ситуация, когда, ну, и вашим, и нашим, и прежде чем, может быть, обстоятельства разовьются до той степени, как нужно, или вы ожидаете каких-то событий, но придется в какой-то вопрос словно не включаться, не обещать никому ничего, но ситуацию полностью контролировать. Почему я говорю, что человек одевает маску? Нам изображен человек хорошо сложенный, развитый плечевой пояс. Он не похож, в принципе, по своей осанке, по своей стати на человека, пораженного этим недугом. И если мы откинем эту трость, то просто человек в темных очках проходит мимо. Вот и все. Видимо, сама по себе карта, пусть не в этой колоде, говорит нам, ну, какую-то паузу совершить, привести мысли в порядок. Еще есть такая трактовка, не в этой, понятно, колоде. Мы складываем оружие, мы никому ничего не доказываем, но пристально наблюдаем. Видимо, если мы спросили, что важно, вот такие энергии будут для вас важны. И ничего не берем близко к сердцу, кстати, потому что явно что-то будет меняться. Будьте внимательны, есть еще такой момент. Если вы чувствуете, что усталость ваша уже превзошла все мыслимые пределы, отдыхайте. Все-таки иногда 4 мечей нам буквально говорит, для чего складываем оружие. Привести и тело, может быть, в порядок, если уже какая-то хроническая усталость, вы чувствуете, что и иммунитет падает,
и недомогание может уложить в постель. Поэтому с учетом эпидемиологической обстановки все-таки декабрь время такое, когда мы более подвержены простудным заболеваниям, поэтому, правда, самому себе уделить внимание от начала до конца и позволить какой-то ситуации развиться так, как она идет сама. При этом все контролируя. Неожиданность. Какая красноречивая карта, еще одна. Правда, контролируем. Когда мы узнаем какую-то тайну, когда мы еще как будто рано определяться. Может быть, это будет какое-то известие. Нам здесь девушка показана, она подглядывает. Она телепортировалась сквозь двери. Ее никто не видит, но она-то как будто видит. И есть удивление на ее лице. Правда, какое-то событие вас может вот так удивить. Но опять же, двойка жезлов. Карта дуальности. Нет еще пока действий, когда мы просто, может быть, собираем информацию, что-либо обдумываем или, повторюсь, предоставляем событиям развиваться как бы самим по себе, при этом все контролируя. Может быть, где-то придется пытаться усидеть на двух стульях одновременно, но как будто решение важное, даже если захочется с чем-то или с кем-то разобраться. Мои дорогие девы, но точно не на этой неделе. Обе карты нам где-то об этом. И четверка и двойка. Это у вас сейчас прочная позиция. Может быть, такие энергии вам необходимы, чтобы укрепить свое положение. Или чтобы оно где-то не было нарушено. То есть вот пока сохраняем все в таком ритме, режиме, как оно, наверное, было на предыдущую неделю. Чему сейчас не время? Ну и каким-то сомнением, у нас семерка кубков, если в других колодах это называется карта иллюзорного успеха, и это что-то нам радостное, то тут нам просто говорят, как будто сон. Нет какой-то конкретики. Есть как может быть разочарование с одной стороны, а с другой стороны могут быть какие-то сомнения или даже страхи, они искажают реальность. То есть вот держать руку на пульсе от начала до конца вам придется. Видеть какую-то конкретику, но вы-то как раз ваш знак зодиака. Вы люди, которые умеете увидеть так, как есть на самом деле. Может быть, себя где-то не переоценить. Может быть, нам просто говорят пока, ну, надо делать как будто выбор, но окончательный вердикт не на этой неделе мы будем выносить. Чего-то как будто вы не знаете, и правда. Пусть день, другой, третий, и глядишь уже через неделю, тайное, может быть, станет явным. Или какая-то история получит продолжение, и для вас что-либо будет более очевидно. Неспешность какая-то есть и четкое наблюдение за происходящим. А что же будет помогать? Вот интересная неделя. Вы посмотрите, четвертая карта, и все продолжает эту тему. Семерка мечей. Хитрость вам помогает, изворотливость помогает. Помогает, когда, ну, знаете как, тень на плетень, есть такое выражение наводить. Когда мы уходим от важных вердиктов, когда мы никому не даем обещания, когда мы допускаем, что с нами могут быть нечестными, когда мы предельно осторожны, внимательны по семерке мечей, пусть это в других колодах, и карта называется карта вора, и хоть не прописано это значение ни в одной из колод, но стойкое убеждение, что внимательным нужно быть к кошелькам, к сумочкам, паролям аккаунтов, может быть, не переходить по ссылкам, которые вы получили случайно в мессенджерах или на свою почту. Фишинг активизируется в период предпраздничного настроения, потому что люди более расслабленные, и они быстрее поддаются как раз на какие-то уловки. Вот поэтому вам как будто ни на какие уловки поддаваться нельзя. Вам могут подавать, вот как на этой карте, посмотрите, дверь как будто закрыта. То есть какое-то дело ты ничего не добьешься. Девушка сидит и рисует подобную дверь, но в открытом состоянии. Ей кажется, она дорисует эту картину, и настоящая дверь наяву тоже откроется. Но мы понимаем, что этого не произойдет. Не рискуйте собой, мои дорогие девы, и это вам помогает. Правда, серым кардиналом придется быть. И если прежнюю вы позицию подобную уже занимали, значит теперь это, знаете, активно будет проигрываться с особой какой-то точностью. Нельзя, с одной стороны, расслабиться, ведь нам говорят, да, в чем-то не участвовать. Может быть, для кого-то из вас и правда, когда я беру паузу,
Может быть, у кого-то это пауза как вынужденная, а у кого-то это будет, ну и как отдых или какие-то дни отдыха на этой неделе. А для кого-то это именно не включиться во что-то, не пообещать кому-то. Вот это будет важно. Хитрее быть, правда? Что скрыто, вот мне интересно. И пятую карту, которую мы достаем, рыцарь мечей, знаете, пусть не в этой колоде есть такое значение, просто эта фраза, она говорит сразу обо всем. Борец без причины. То есть люди, определенная категория людей сложных, которые могут нам что-то доказывать. Или какой-то проект выставлять в том свете, как будто это на 1000% получится. Ты получишь деньги. Или для тебя это каким-то образом будет выгодно, надежно, на долгий период времени с прогрессом. На самом деле этого не произойдет. И может быть у кого-то вопросы, которые будут связаны с детьми. Увы, если мы тоже немножко отойдем от этой колоды карт, по рыцарю мечей проходят дети, которые взрослые дети, но мы с ними не достигли взаимопонимания. И карта говорит, держись позиции стороннего наблюдателя. Вот я говорю, для чего? А для того, что вот как раз на этой колоде это показан. Могучий кентавр из последних сил пытается открыть эти врата. И, конечно, у него получится, но карта говорит, не факт. Вот то, что откроется твоему взору, тебя порадует, вдохновит, будет тебе полезно. И, скорее всего, ты подумаешь, зачем я в этом участвовал. Просто скрыто это за дверями. Либо умышленно от вас что-то могут скрывать, либо обстоятельства еще, повторюсь, не развились до какого-то определенного пункта, степени или продолжения какого-то. Когда в логическую цепочку последовательности что-то выстраивать не получится на этой неделе как будто так. Ну и не тормошите себя. Вот и все. Или, если что-то важное у вас на повестке дня, значит нужно как и просчитать, как и увидеть что-то по факту. Может быть и полюбопытствовать вот так, а может быть где-то и одеть маску. Но точно не рисовать двери в надежде, что они откроются или нашему взору что-то волшебное. Нет, вот есть какая-то конкретика, мои дорогие девы, и тут для вас вообще мелкие сами по себе карты. Не могу сказать, что это что-то жизненно важное, но вот какая-то мелочь может быть такая, и вы должны предугадать для вашего же собственного благополучия и с чем-то не просчитаться. Дела, работа, бизнес. И тогда у вас, посмотрите, во-первых, девятка. Нам говорят, вот эта ситуация не затянется, будут перемены. Может быть, вам нужны эти энергии, когда сохранять свой статус, сохранять свое доброе имя, кстати, это тоже будет важно. Сохранить свои финансы, все то, чего вы достигли. И если мы говорим двери, вы сами будете решать, кому открыть эти двери, а перед кем одеть маски. Правда. Вот девятка, впереди перемены, поэтому будьте внимательны, прозорливы. Вообще карта самодостаточности, как будто какой-то проект, может быть, у вас продолжается, и тогда рассчитываем сами на себя. Но тут словно вы можете получить какие-то бонусы, признание, получить деньги, какие-то новые возможности. Но знаете, как бывает такое, когда у нас удачный период, у кого-то это проигрывается из вас, именно удачный, к нам словно так пытаются присоседиться какие-то левые личности, которые нам совершенно не нужны. Более того, могут помешать. Контролируйте ситуацию. У вас сейчас очень как бы прочная позиция, когда девятка пентаклей прочная позиция. У кого-то могут быть вопросы благополучно решены с недвижимостью или еще что-либо, и как укрепляет ваше теперешнее положение, как приносит доход, так и какие-то перспективы на будущее тоже открывает. Денежная энергия. Ну, наверное, деньги мы не тратим, точно, пятерка мечей. Могут и деньги задерживаться, правда. Может быть, по независящим от вас причинам. Или вы сами, мои дорогие, можете что-то поставить на паузу. Может быть, и обстоятельства таковы, деньги задерживаются, и вы будете искать информацию, почему это происходит. Пятерка мечей нам говорит об одном, как будто не время ждать, может быть и так, или не время верить каким-то обещаниям, что придут, может быть, деньги, которые по тому проекту, который вот вы начнете именно на этой неделе.
вообще где-то не доверять. Если какой-то проект у вас отчасти касающийся финансов уже к этой неделе словно не сработал, нет смысла ждать, нет смысла что-то продолжать. Вполне вероятно, вы от чего-то откажетесь. Но у каждого здесь немножко по-своему. Перекладывайте на себя. Личная жизнь. Не совсем тут про личную жизнь, шестерка мечей, хотя любая шесть – это победа. Но здесь у нас больше дела, работа, бизнес, хотя у кого-то из вас встреча с человеком, мои дорогие, дорога проигрывается по шестерке мечей, может быть, с которым вы на расстоянии, или ваш куда-то переезд, или поездка, или путешествие для кого-то очень далеко, в другую страну. Для кого-то из вас это карта заслуженного успеха, когда мы что-то сделали правильно, и к нам приходит успех. Видимо, все то, что я говорила по укреплению и сохранению вашего статуса и позиций, для вас будет трижды актуально на этой неделе. Для людей, которых в паре вы вместе, или вы оформили отношения, или они у вас не оформлены, или даже вы на расстоянии, значит, вы будете думать, как это быстрее встретиться. Но если вы не один или одна, тут какие-то новые возможности у вас, мои дорогие, предоставятся, это точно, хотя возможности могут поначалу выглядеть, ну, нелепо даже, правда? Или темновато, как будто я исследую непознанную землю без карты, и вы можете раздумывать, а стоит ли мне так поступать и искать информацию. У кого-то может быть. И тут, словно, пока мы не попытаемся отплыть от прежнего берега, мы не узнаем, что же будет дальше. То есть в последующем какие-то действия от нас потребуются. Но обратите внимание, поиск информации, если мы с вами говорили, человек работает буквально за компьютером, и вы можете искать в интернет какую-то недостающую информацию. Но вообще по этой карте, когда, знаете, к нам приходит успех, и, видимо, какая-то ваша личная история, которая будет связана или с переездом, или какой-то перспективой, или та личная история, которая еще на этой неделе, ну, не видна, может быть, как было у вас новое знакомство недавно, и вы сейчас доверять или не доверять этому человеку, тоже можете думать. Но мы ни от чего не отказываемся. По шестерке мечей мы допускаем альтернативные варианты как раз развития событий и нашего восприятия. В целом мы открыты новому, даже если это новое для нас, но где-то несколько нас пугает, как ни странно, правда? Дорогу осилит идущий, нам всегда говорят по этой карте. Или приходится нам исследовать эту самую непознанную землю без карты, правда, у кого-то переезд, встреча, и тысяча каких-то неопределенностей есть. Значит, ну, все равно по максимуму узнавать, что-то продумывать вы будете, но вы не должны от чего-то отказаться. Тут ведь нам про успех, мои дорогие. Поэтому переложите на себя. У кого-то по работе проиграется релокация офиса и переезд с вашей семьей. Или какие-то изменения с учетом работы. У кого-то работа с командировками. Или поездка куда-то, вынужденная как командировка. И тоже это каким-то образом оказывает влияние на вашу личную жизнь. Ваша деятельность, в принципе, где-то перемежается с вашей личной историей. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, труженики, правда. И тут даже на личную жизнь где-то с учетом работы или какого-то вашего плана, намерения и целей. Но все равно я вас люблю. Будьте счастливы и любимы всегда.